Украина теряет главного союзника, Америка покидает сцену. Что будет без военной помощи США? Названы 3 дальнейших пути. Какова надежда на Европу? Новый скандал. Венгрия заявляет о плане фон дер Ляйен Зеленского и собирается его разрушить. О чем речь? Дальнобойный удар по России. ВСУ дотянулись до Татарстана, а Россия бьет по Украине, используя новую хитрую тактику. В Литве откроют мемориал американским солдатам, утонувшим в болоте во время учений НАТО. А Германия впервые отметила День ветеранов. Как солдат Бундесвера поздравляли под Рейхстагом. Удар за ударом. На кого еще охотится Израиль и по каким целям бьет Иран? Трамп призывает стороны помириться и уверен, что Путин включится в войну. В роли кого? Беспрецедентные меры безопасности и перекрытие улиц в столице Казахстана. Что происходит? ООН бьет тревогу. Дети – роскошь. Мир на грани демографической катастрофы. Люди не хотят становиться родителями. Названы основные причины. Обсудим. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. В Литве появится мемориал погибшим американским солдатам, которые утонули в болоте во время учений НАТО. Власти Швенчонского района уже активно обсуждают идею о мемориале. Решение будет официально принято в июле, но концепция уже одобрена. Мемориальная стена и 4 обелиска или креста с именами погибших. В свое время президент Литвы Гитанас Науседа говорил, что увековечивание памяти солдат США – это вопрос не только муниципального уровня. Напомню, 25 марта бронетранспортер с 4 американскими солдатами погряз в болоте. На поиски и спецоперацию по поднятию тяжелой техники со дна ушла неделя. В то же время Германия впервые за десятилетие отпраздновала День ветеранов. Их с новым национальным праздником поздравляли у здания Рейхстага в Берлине. Мемориальные мероприятия, организованные по образцу Дня вооруженных сил Великобритании и Дня ветеранов США, будут чествовать всех немцев, носивших военную форму, а не только тех, кто был ранен или погиб в бою. По данным Министерства обороны Германии, в стране около 10 миллионов ветеранов. CNN пишет, что в условиях Zeitenwende, смены эпох, Германия активно стремится повысить престиж своих вооруженных сил. В материале говорится, что на протяжении десятилетий Германия испытывала дискомфорт в отношении подобных торжеств из-за роли ее солдат во Второй мировой войне и Холокосте. Однако 25 апреля был принят законопроект о введении ежегодного национального дня ветеранов, после того, как его поддержали почти все партии немецкого парламента. Кроме того, главным толчком к созданию Дня ветеранов, который станет теперь ежегодным, стала ситуация в Украине, уточняет CNN. Дальнобойный удар Украины. В Киеве заявляют, что дотянулись до Татарстана и атаковали важный объект. Накануне взрывы прогремели в городе Елабуге, где, как заявляет украинская сторона, Россия собирает ударные дроны. Фото и видео черного дыма вблизи завода в особой экономической зоне Алабуга опубликовали местные жители. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что это последствия, цитирую, атаки вражескими беспилотниками на территории Республики Татарстан. Конец цитаты. По его словам, обломки БПЛА упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате погибло 2 людей. Еще 12 человек пострадали. Это уже не первая атака Украины на этот завод, где, как сообщается, с 2023 года и собираются ударные дроны, которые в Украине называют шахедами, а в России Геранью-2. Военные аналитики при этом уточняют, что осенью прошлого года Россия успешно увеличила внутреннее производство разработанного Ираном «Шахед». И тактика изменилась. Теперь они летят не над крышами домов, а на большой высоте, вне досягаемости пулеметов и целыми стаями. Во время одного из таких налетов в Киеве было атаковано представительство Boeing. По данным Financial Times, сейчас деятельность украинского представительства авиагиганта в основном сосредоточена на инженерной и технической поддержке. Компания также сотрудничает с украинским авиапроизводителем «Антонов». В разгар таких атак России на Украину и Украины на Россию Киев теряет ключевого союзника. Борьба с Москвой теперь проблема Европы. Америка покидает сцену. Такой заголовок у издания The Telegraph. Авторы материала уточняют, что США решили сделать шаг назад и уже официально об этом заявили. В частности, глава Пентагона Пит Хексет на прошлой неделе сказал, что администрация Трампа имеет совершенно иное видение
войны в Украине, чем администрация Джо Байдена, отмечая, что Москве, Киеву и Вашингтону нужна не война, а мирное урегулирование. The Telegraph пишет, что данное событие – горькая правда для Киева и Украины. И у Украины есть 3 дальнейших пути. У Украины есть 3 варианта. Первый – полагаться на то, что Европа обеспечит необходимое оружие и технику. Второй, предложенный в этом месяце Зеленским, покупать оружие американского производства за европейские деньги. Третий – производить необходимое оружие на украинских заводах за счет средств европейских союзников. При этом на практике Европа лучше справляется с обещаниями, чем с реальными действиями, уточняет издание. Авторы задаются вопросом, может ли Украина выжить, полагаясь только на свои ресурсы и нерегулярное финансирование Европы. И тут же отвечают, далее цитата, «Самая глубокая ирония заключается в том, что значительная часть щедрых оборонных расходов Кремля напрямую финансируется самой Европой, которая в 2025 году планирует потратить более 20 миллиардов евро на закупку нефти, газа, угля и урана у России». Конец цитаты. В то же время в МИД Венгрии, которая является членом ЕС, заявляют, что существует некий план фон дер Ляйен-Зеленского, реализацию которого Будапешт хочет предотвратить. С обвинениями выступил министр иностранных дел Сиярто. Он недоволен планом, который предполагает запрет на закупку российских энергоресурсов. Министр подчеркнул, что если Венгрия не сможет закупать энергоносители из российского источника, это приведет к колоссальному росту цен для страны. Он добавил, что правительство не готово подвергать риску энергоснабжения Венгрии, поскольку их обязанность обеспечить отопление и горячую воду в домах венгерских семей, а также функционирование заводов. Третий день ударов, как по будильнику. Иран продолжил атаковать Израиль, а Израиль – Иран. Тегеран должен заплатить очень высокую цену за умышленное убийство мирных жителей Израиля. Такое заявление вновь прозвучало из уст премьера Нетаньяху во время визита в город Бат-Ям, это пригород Тель-Авива, который атаковал Иран. В результате ракетного удара там полностью разрушен многоэтажный жилой дом. Погибли как минимум 6 человек, 5 из них – украинцы. В их числе 2 детей, десятки жителей ранены. Мы здесь, потому что ведем экзистенциальную войну, понятную всем гражданам Израиля. Представьте, что стало бы, если бы у Ирана было ядерное оружие для поражения израильских городов. Представьте, если бы у Ирана было 20 тысяч таких ракет, не одна, а 20 тысяч, что это означало бы для Израиля. Поэтому мы вступили в войну спасения против двойной угрозы уничтожения и ведем ее с полной решимостью. Наши солдаты, наши пилоты уже в небе над Ираном. Иран заплатит тяжелую цену за умышленное убийство мирных жителей, женщин и детей. Мы добьемся своих целей и нанесем сокрушительный удар, они ощутят нашу мощь. Израиль призвал США вступить в войну с Ираном. Об этом пишет Axios. Ссылаясь на 2 высокопоставленных израильских чиновников, у Израиля нет противобункерных бомб и бомбардировщиков, необходимых для уничтожения иранского подземного завода по обогащению урана в Фордо. Соединенные Штаты имеют и то, и другое на расстоянии полета военного самолета, отмечает Axios. Однако администрация Трампа до сих пор дистанцируется от операции Израиля и утверждает, что ответный удар Ирана по американским целям будет незаконным. При этом Трамп, который обещал остановить войну в Украине и на Ближнем Востоке, уверен, что Израиль и Иран помирятся. И, конечно же, именно он поможет враждующим странам заключить мирное соглашение. Об этом президент США написал в своей соцсети True Social. Иран и Израиль должны заключить сделку. И заключат так же, как я добился соглашения между Индией и Пакистаном. В том случае с помощью торговли с Соединенными Штатами, чтобы привнести разум, сплоченность и здравомыслие в переговоры с 2 отличными лидерами, которые смогли быстро принять решение и остановиться. Также Трамп не исключает, что посредником в переговорном процессе между Израилем и Ираном может стать Путин. Об этом президент США рассказал в комментарии телеканалу ABC News. Трамп утверждает, что Путин готов к такому посредничеству и сам позвонил ему, чтобы поговорить по этому поводу. А Иран тем временем ищет поддержки у Ирака. Президент Ирана Масуд Пезешкиян обратился к премьер-министру Мохаммеду ас-Судани с просьбой усилить контроль над воздушным пространством, чтобы Израиль не смог использовать небо соседней страны для атак. Мы ни в коем случае не стремимся к расширению войны. Но, как показали наши вооруженные силы, мощный корпус стражей исламской революции и наш дорогой народ, адекватные ответы уже были даны. Чем больше они будут расширять боевые действия, тем жестче и серьезнее будут наши ответы.
Ликвидировать или не ликвидировать? Мировые СМИ также писали, что Трамп наложил вето на план Израиля убить верховного лидера Ирана, аятоллу Али Хаменеи. Отказ Трампа якобы произошел на фоне угроз Ирана нанести удары по американским военным базам в случае продолжения поддержки Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News не опроверг сам факт такого предложения, однако назвал ложными сообщения о подобных разговорах между США и Израилем. Как считаете, остановит ли Трамп войну на Ближнем Востоке? Сколько дней ему на это понадобится? Или же суток хватит? И каковы мысли по поводу Путина в роли посредника по урегулированию этой войны? Напишите в комментариях. Кто охотится за демократами в США? Американская полиция установила личность подозреваемого в убийстве политика-демократа в штате Миннесота. Как пишет CNN, возможный преступник 57-летний Ванс Буэлтер. Мужчина работает в охранной компании директором патрульной службы безопасности, но его еще не поймали. Напомню, в день, когда Трамп устроил военный парад в Вашингтоне и отмечал свой день рождения, была застрелена депутат Палаты представителей штата Миннесота Мелисса Гортман и ее муж Марк. Ранее тот же преступник стрелял в сенатора Миннесоты Джона Хоффмана и его супругу. Они тяжело ранены. Итак, что мне известно, какое-то время казалось, что они загнали его в угол в определенном районе недалеко от места убийств. Сейчас они просто отрабатывают все возможные зацепки и просят общественность о помощи. Мы получаем огромную поддержку от правоохранительных органов. Перекрытые дороги и беспрецедентные меры безопасности. Астана, столица Казахстана, ограничивает движение и перекрывает улицы. 16-17 июня в городе важный гость. По приглашению Токаева в Казахстан прилетает лидер КНР Си Цзиньпин, который накануне отметил свое 72-летие. В Астане заявили, что во время разговора тет-а-тет главы государств обсудят вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского стратегического партнерства. 17 июня в Астане пройдет второй саммит Центральная Азия-Китай с участием глав государств региона. Отмечу, что Си Цзиньпин посетит Казахстан уже в 6-й раз. 2 предыдущих визита состоялись за последние 3 года. Дети – роскошь. В ООН заявляют, что мир уже на грани демографической катастрофы. Рождаемость рекордно упала во всем мире, говорят эксперты. Согласно свежему исследованию ООН, миллионы людей во всем мире растят одного ребенка и не решаются рожать второго, третьего. Причина банальна до боли. Воспитывать детей стало слишком дорого и тяжело. К примеру, даже в успешной и развитой Южной Корее 58% опрошенных заявили, что отказались от детей из-за финансового вопроса. Демографы отмечают, падение рождаемости все чаще становится предлогом для националистической и антигендерной политики. Согласно исследованию, миллионы людей по всему миру не заводят столько детей, сколько хотят. Каждый 5-й участник опроса признался, семья мечты – недостижимая роскошь. И по словам профессора кафедры демографии Гонконгского университета науки и технологий Стюарта Гиттель-Бастона, демографический кризис может привести не только к вымиранию населения, но и еще и к большему хаосу в мире. Но не только причина в деньгах. Давайте послушаем. Вариант бесплодия или трудности с зачатием в качестве основной причины, мешающей им завести желаемое число детей, выбрали лишь 12% опрошенных. Впрочем, в целом ряде стран этот ответ выбирали чаще, а именно в Таиланде 19%, США 16%, Южной Африке 15%, Нигерии 14% и густонаселенной Индии 13%. Что думаете о таком отчете ООН? Считаете ли вы, что дети нынче роскошь и как много необходимо денег для воспитания и комфортной жизни? Интересен ваш взгляд на эти заявления. Как всегда, ваши ответы жду под этим видео. И теперь к другим новостям. В Турции разбились 2 воздушных шара с туристами. 1 человек погиб, десятки пострадали. Сразу 2 похожих ЧП произошло в турецкой провинции Аксарай. Вскоре после взлета воздушные шары начали падать. Как сообщают местные власти, трагедия случилась возле села Гёзлюкюю. Во время жесткого приземления погиб пилот воздушного шара. Его ноги запутались в веревке, он выпал из корзины и оказался под ней. 19 туристов из Индонезии получили легкие травмы. Второй воздушный шар совершил жесткую посадку возле села Белисырма. Травмировались 12 человек. Все они граждане Индии. Пострадавших госпитализировали.
Катастрофическое крушение моста в Индии. Десятки людей пропали без вести. В городе Пуна обрушился старый мост через реку Индраяни. По словам очевидцев, в момент падения на мосту находилось много людей. В основном это были туристы. Река очень бурная, с каменистым дном, и упавших людей могло унести течением. На месте аварии работали экстренные службы, организованы масштабные поисково-спасательные мероприятия, однако точное число погибших и пострадавших пока не установлено. Инцидент вызывает серьезные опасения по поводу состояния старой инфраструктуры в популярных туристических районах. Власти штата призвали к срочной проверке технического состояния аналогичных объектов в регионе. Друзья, хорошего вам дня и настроения. Спасибо вам за все комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.